турецкий шоу-бизнес снова кипит так, что спокойно пройти мимо просто невозможно. Сегодня в одном выпуске сошлось все: и большая международная победа, и тихий, но красивый фестиваль, и громкое дело, о котором сейчас спорит вся Турция, и новость, которую поклонники великолепного века ждали буквально годами. Can Yaman снова заставил говорить о себе, и на этот раз не слухами и не красивыми фотографиями. В Италии ему вручили награду, которая показывает, этот актер давно играет не только на турецком поле. Но почему его победа важна именно сейчас? Ближе к середине выпуска мы подойдем к самой чувствительной теме последних дней. По делу, связанному с проверкой ряда знаменитостей, турецкая пресса опубликовала данные экспертизы, и там прозвучали имена Серенай Сарыкая, Анура Туна и Фейзы Джевелик. Тема серьезная, поэтому разбирать ее будем осторожно, без обвинений и без громких ярлыков. А ближе к финалу две истории, которые тронут вас по-разному. Халит Эргенч и Мирьем Узерли снова оказались в одном проекте. И прощание. Рабия Сайтюрк уходит из сериала «Разведка», и теперь главный вопрос, сможет ли он остаться прежним без своей героини. Не переключайтесь. Самое чувствительное – в середине, а самое теплое и неожиданное – ближе к концу. И начнем с человека, вокруг которого всегда шум, но сегодня повод по-настоящему серьезный. Can Yaman снова заставил говорить о себе, и на этот раз не очередной волной поклонниц у отеля и не загадочными постами в соцсетях. Все гораздо весомее. 6 июня 2026 года в Италии он получил премию Ностро ди Аргенто как международный протагонист за проект «Сандакан». Согласитесь, звучит красиво. Но за этой красивой формулировкой стоит история куда глубже, чем актер вышел, улыбнулся, забрал статуэтку и пошел дальше. Для Джана Ямана Италия давно перестала быть просто страной, где его обожают. Это место, где он буквально заново выстраивает свою карьеру и, что важно, делает это осознанно. Многие зрители до сих пор помнят его по турецким романтическим сериалам, где он был тем самым обаятельным героем, от взгляда которого у поклонниц, сердечко начинало стучать чуть быстрее. Но с годами Can явно захотел большего. Ему стало тесно в образе просто красивого мужчины из истории про любовь. И вот здесь начинается самое интересное. Потому что не каждый актер, ставший огромной звездой у себя на родине, решается выйти на международный рынок. Это риск, причем серьезный. Там уже не работает старый успех. Там тебя никто не обязан любить заранее. Там нужно снова доказывать, кто ты такой, но уже не перед привычной аудиторией, которая простит тебе многое, а перед новой индустрией, новыми критиками, новыми зрителями, для которых ты пока просто незнакомец с красивым лицом. И Can Yaman пошел именно туда, где сложнее. Проект «Сандакан» стал для него настоящей проверкой. Это не та роль, где можно выехать на привычном обаянии и паре крупных планов. Это крупная международная постановка, другой темп, другой уровень ожиданий, другая ответственность. И когда итальянская премия отмечает его именно как международного протагониста, это уже не просто комплимент в духе «приехала звезда из Турции». Это сигнал, и его воспринимают как актера, который способен держать на себе большую историю за пределами родной страны. Вот что мне кажется особенно важным, и тут я хочу, чтобы вы задумались вместе со мной. Вокруг Джана Ямана всегда было слишком много шума. Иногда заслуженного, иногда раздутого до небес на пустом месте. Его обсуждали, критиковали, обожали, уставали от него, а потом снова к нему возвращались. Но факт остается фактом. Пока одни спорят и считают его переоцененным, он спокойно продолжает двигаться вперед. И отсюда возникает любопытный вопрос: а сколько вообще турецких актеров способны вот так уверенно выйти за пределы родного сериального мира и получить признание уже в европейской индустрии? Не просто восторг фанатов под фото, а именно профессиональный знак уважения от чужого, требовательного рынка. Таких имен, если честно, единицы.
Для поклонников Джана эта награда стала приятной победой. Для его критиков – поводом хотя бы ненадолго задуматься. А для всей турецкой индустрии это еще одно напоминание – их актеры давно не ограничены внутренним рынком. Их смотрят, приглашают, обсуждают и оценивают далеко за пределами Турции. И пока Джан Яман принимает поздравления под софитами в Италии, другой известный турецкий актер готовится к встрече со зрителями уже в Германии. Там история совсем иная, меньше блеска красной дорожки, но куда больше живого кино, фестивальной атмосферы и того самого уважения к турецким фильмам, которое собиралось по крупицам долгие годы. Озан Акбаба отправляется во Франкфурт, и это как раз тот случай, когда новость на первый взгляд кажется тихой, почти будничной, но внутри нее спрятан очень важный смысл. С 12 по 19 июня 2026 года во Франкфурте пройдет 26-й международный фестиваль турецкого кино. А открытие связано с фильмом «Бак Постач Гелиор». По-русски это можно передать как «Смотри, почтальон идет». Режиссер картины Юксель Аксу, а главную роль исполнил именно Озан Акбаба. И вот здесь стоит остановиться. Потому что Озан Акбаба – актер совсем не из той категории, где появился в кадре, многозначительно посмотрел, и зал ахнул. У него другая сила. Более тяжелая, мужская, драматичная. Он умеет играть людей с внутренним грузом, с характером, с болью, с тем самым взглядом, когда зрителю даже не нужно объяснять словами, и так понятно, что у героя внутри буря. 13 июня Озан Акбаба должен встретиться со зрителями во Франкфурте. И для турецкого кино это не просто очередная поездка актера на показ. Это еще одно доказательство простой вещи – турецкие истории давно перешагнули границы Турции. Их смотрят в Германии, во Франции, в Италии, в Испании, у нас, в русскоязычном пространстве. И смотрят совсем не случайно. Почему? А вы сами подумайте. В турецком кино и сериалах есть то, чего сегодня многим зрителям отчаянно не хватает: большие чувства, крепкие семейные связи, понятная боль, любовь, предательство, честь, тяжелый выбор. Все то, что не устаревает, сколько бы лет ни прошло и сколько бы модных новинок не выходило вокруг. Вот вспомните сами, сколько раз турецкий сериал начинался для вас со скептического «ну ладно, посмотрю одну серию», а потом вдруг выяснялось, что за окном глубокая ночь, чай давно остыл, а вы все еще переживаете, кто кому что сказал, кто кого предал и кто кого никогда не простит. Вот в этом и есть настоящая сила турецкого экрана. Он цепляет не дорогими спецэффектами, а живыми человеческими историями, в которых каждый узнает что-то свое. Фестиваль во Франкфурте в этом смысле работает как мост. С одной стороны, турецкие актеры, режиссеры, фильмы и их родная земля. С другой – зрители, которые живут за тысячи километров от Турции, но все равно воспринимают эти истории как свои собственные. И появление такого актера, как Озан Акбаба, на подобном событии только усиливает интерес и к фильму, и ко всему фестивалю. Да, признаем честно, это не самая громкая новость выпуска. Здесь нет скандала, нет резкого поворота, нет тайны за плотно закрытой дверью. Но есть кое-что другое, спокойное, уверенное уважение к профессии и к турецкому кино, которое без лишнего шума продолжает расширять свое влияние в мире. И иногда именно такие тихие новости говорят об индустрии больше, чем самые громкие заголовки. А дальше масштаб становится по-настоящему крупным. Потому что если у Озана Акбабы впереди фестивальный показ и теплая встреча со зрителями, то в следующей истории нас ждет большой исторический мир, где решают уже не улыбки на премьере, а власть, дворцовые интриги, борьба за влияние и имена, которые поклонники турецких сериалов точно не пропустят. Эта история уводит нас уже не на фестивальную дорожку, а в большой исторический мир, где судьбу человека решают не аплодисменты публики, а власть, верность, тайные союзы и цена каждого, даже самого тихого решения. Речь о новом сериале «Низамуль-Мюльк. Золотой век», который готовится для платформы TRT Tabi. По данным турецкой прессы от 8 июня 2026 года, проект рассчитан на 16 серий,
а в центре истории окажется одна из самых сильных фигур эпохи Великой Сельджукской империи – Низамуль-Мюльк. Главную роль получил Мерт Турак. И это выбор, который заставляет присмотреться внимательнее. Потому что Низамуль-Мюльк не просто строчка из учебника истории. Это человек, который стоял рядом с самой вершиной власти, влиял на политику целой империи, писал труды, выстраивал систему управления, по сути, был одним из тех, кто прекрасно понимал, настоящий центр силы иногда находится не на самом троне, а в шаге от него, в тени, рядом с правителем. А роль султана Меликшаха исполнит Альп Навруз. И вот для поклонников турецких сериалов это имя уже само по себе повод присмотреться к проекту куда серьезнее. Альп Навруз давно умеет притягивать зрительское внимание, но историческая роль – это всегда отдельный, очень строгий экзамен. Здесь мало быть просто харизматичным красавцем. Здесь нужно держать осанку, взгляд, речь, внутреннюю силу. Зритель должен поверить, что перед ним не современный актер в красивом костюме, а человек совсем другой эпохи, привыкший повелевать. К актерскому составу, по сообщениям турецких источников, также присоединились Денис Барут, Бюлент Челак, Бурак Челик и Дилара Ешели-Прак. По данным прессы, Денис Барут сыграет Сефия Хатун, Бюлент Челак – Хасана Сабаха, а Дилара Ешели-Прак – Зюбейди Хатун. И вот имя Хасана Сабаха здесь особенно цепляет. Потому что это фигура, вокруг которой исторически всегда было столько напряжения, тайны и драматизма, что одного его присутствия в сюжете хватает, чтобы держать зрителя в постоянном ожидании. Вы же знаете, как это бывает с такими проектами. Сначала думаешь, что тебя ждет просто красивая костюмная драма. Дворцы, мечи, дорогие ткани, торжественная музыка, серьезные лица. А потом история внезапно затягивает так, что начинаешь следить уже не только за судьбами героев, но и за каждым союзом, каждым предательством, каждым тихим разговором за закрытой дверью, после которого чья-то жизнь может перевернуться. Режиссерское кресло, по данным прессы, занимает Эмир Халилзаде, а идея и сценарий принадлежат Иси Йылдызу. Съемки, как сообщалось 8 июня, должны стартовать буквально в ближайшие дни. А это значит, что проект уже не где-то в тумане слухов и осторожных намеков, а вплотную подошел к производству. Я, признаюсь честно, к историческим турецким сериалам отношусь с осторожным интересом. Потому что, будем откровенны, далеко не каждый такой проект выдерживает вес собственных амбиций. Иногда обещают грандиозную дворцовую эпопею, а на выходе получается красиво, дорого, но как-то пустовато внутри. Но когда собирают по-настоящему сильный актерский состав и берут в основу фигуру вроде Низамуль-Мюлька, шанс на серьезную, глубокую драму действительно появляется. Для зрителей, которые любят не только романтику, но и большие судьбы, Низамуль-Мюльк «Золотой век» может стать заметным событием. Здесь есть все, что нужно для крепкой истории: власть, мудрость, опасность, борьба за влияние и люди, вынужденные каждый день выбирать между личным и государственным. Но пока одни актеры готовятся примерить на себя тяжелые исторические образы, другие оказываются в центре совсем иного разговора. Не про дворцы, не про султанов и не про великие империи, а про деньги. Про гонорары. Про тот самый вопрос, который зрители нередко задают с легким раздражением: за что актерам платят такие суммы? На эту тему высказалась Мелис Сезен. И ее слова сейчас активно обсуждают в турецких соцсетях. Сразу честно оговорюсь, подается это именно как распространяемая в сети цитата, без громкого официального интервью с полным контекстом. Но суть высказывания простая и понятная: актерская профессия требует серьезного труда, и никто со стороны по-настоящему не знает, через что проходит другой человек. А значит, по мысли Мелис Сезен, судить о чужом заработке – дело неблагодарное. На первый взгляд фраза самая обычная. Ну, сказала актриса, что актеры много работают. Что тут нового и за что цепляться? Но если прислушаться внимательнее, в этой теме есть настоящий нерв.
Потому что зритель действительно чаще всего видит только парадную сторону профессии: красные дорожки, дорогие наряды, съемки, интервью, толпы поклонников. И, конечно, когда в прессе всплывают разговоры о высоких гонорарах, у обычного человека невольно возникает резонный вопрос: а не слишком ли много? И давайте честно, такой вопрос рождается вовсе не от злости. Чаще всего он идет от обычной жизненной усталости. Люди годами работают, считают каждую копейку, помогают детям и внукам, замирают у ценников в магазине, а потом читают, что какой-то актер получает за одну серию сумму, которую целая семья не всегда увидит и за очень долгий срок. Тут поневоле вздохнешь: ну ничего себе бывает жизнь у некоторых. Но есть и обратная сторона, о которой Мелисса Сизен, по сути, и попыталась напомнить. Съемки сериала – это далеко не только красивые сцены и аплодисменты. Это ранние подъемы затемно, ночные смены, постоянное давление рейтингов, выматывающие графики, публичная критика и жизнь под увеличительным стеклом, где каждый твой шаг обсуждают. У тебя тяжелый день. Камеру это совершенно не волнует. Ты валишься с ног от усталости. Сцена все равно должна быть сыграна, и сыграна хорошо. Ты переживаешь личную драму. А зритель ждет эмоцию, канал ждет рейтинг, продюсер ждет результат. Мне в этой истории близко не то, что актеров теперь нужно срочно жалеть. Нет, конечно. Взрослые люди сами выбрали эту профессию, получили известность, получают за нее хорошие деньги, все честно и справедливо. Но мне понятна и сама мысль Мелиссы Сизен: обсуждать чужой доход, не понимая всей внутренней кухни, занятие довольно скользкое. Потому что за любой большой суммой может стоять не только слава и блеск, но и весьма высокая личная цена. При этом и зритель имеет полное право задавать вопросы. Особенно сейчас, когда сериалы один за другим закрываются из-за рейтингов, бюджеты растут как на дрожжах, а некоторые проекты, несмотря на огромные вложения, так и не дотягивают до ожиданий. И тут разговор выходит уже за рамки одних только актерских гонораров, он касается всей индустрии: сколько на самом деле стоит наше с вами внимание и кто в итоге за все это платит. Тема гонораров в Турции явно не уйдет быстро и тихо. Чем крупнее становятся сериальные проекты, тем чаще будут считать чужие деньги. И, честно говоря, это нормально. Деньги ведь любят тишину лишь до тех пор, пока не начинают напрямую влиять на качество того, что мы с вами смотрим по вечерам. А вот следующая тема разгоняет турецкую прессу заметно быстрее любых разговоров о гонорарах. Потому что когда речь заходит о возможной новой любви, да еще и у молодой популярной актрисы, журналисты и зрители тут же начинают пристально присматриваться к каждому жесту, каждому совместному фото и каждому случайному совпадению. В турецкой прессе обсуждают возможный роман Су Бурджу Язгы Джашкун и певца Бутринта Имери. И сразу скажу главное, чтобы между нами не было дешевой игры с доверием, официального подтверждения от них самих на момент обсуждения нет. Поэтому говорить они вместе, как о свершившемся факте, просто нельзя. Куда честнее так: турецкие СМИ и соцсети активно обсуждают возможные отношения, и не более того. И вот это как раз тот самый случай, где нужно быть особенно аккуратными. Су Бурджу Язга Джашкун – молодая актриса, которую многие зрители знают по сериалам и уже воспринимают почти как человека, выросшего у них на глазах. Поклонники внимательно следят за ее карьерой, за ее ролями, за тем, как она меняется от проекта к проекту. Поэтому любая новость о личной жизни мгновенно становится поводом для бурных разговоров. Бутринт Имери – известный исполнитель с Балкан. И когда его имя начали связывать с Су Бурджу, публика, разумеется, тут же оживилась. Одни сразу поверили и принялись радоваться за пару, другие бросились искать доказательства в соцсетях, а третьи трезво сказали: подождите, пусть сначала они сами что-нибудь скажут. И вот эта третья позиция, на мой взгляд, самая взрослая и самая правильная. Потому что в мире шоу-бизнеса слух может родиться буквально из ничего. Один лайк под фотографией, одна общая подписка,
Один снимок в похожей обстановке, и все, в комментариях уже вовсю строят целый роман со свадьбой и счастливым концом. А потом нередко выясняется, что люди просто знакомы, случайно пересеклись на каком-то мероприятии или вообще не имеют той истории, которую им уже успели дорисовать чужие фантазии. И знаете, что здесь особенно показательно? Молодые звезды сегодня живут в ситуации, где у личной жизни почти не осталось закрытой двери. Зрители хотят знать буквально все. Пресса жаждет звонкий заголовок. Фанаты мечтают о красивой паре. А сам человек порой еще даже не успел сам для себя понять, что между ним и кем-то вообще что-то происходит, а за него уже все решили, расписали и обсудили. Именно поэтому такую новость правильнее воспринимать не как сенсацию, а как интригу, но с уважением к самим героям. Да, имя Су Борджу Язга Джашкун снова активно звучит, и на этот раз рядом с Бутринтом Мимери. Но официального заявления пока нет, а значит, будем спокойно наблюдать, не забегая вперед и ничего не выдумывая за других людей. Для зрителя такая тема все равно остается притягательной. Любовь, легкая тайна, молодые актеры, красивая пара – это работало всегда и будет работать дальше. Но доверие к каналу для меня важнее любого громкого заголовка. Лучше честно сказать вам, пока это только слух, чем потом оказаться в положении тех, кто сам себе придумал роман, которого, возможно, никогда и не было. А пока одни имена попадают в прессу из-за личной жизни, другие обсуждаются уже совсем в ином контексте, в связи с новыми ролями. И следующая история как раз из этой категории. Еще не подписанный контракт, еще не готовый сериал на экране, а возможный новый поворот в карьере актрисы, за которой давно и внимательно следят поклонники турецких драм. Речь о Хазал Субаши. По сообщениям, с актрисой ведутся переговоры на главную роль в сериале «Я записал тебя в своем сердце» для телеканала ATV. И здесь снова важно честно разделить горячее желание поклонников и трезвую реальность индустрии. Переговоры – это еще далеко не подписанный контракт. Это не значит, что Хазал Субаши уже точно выходит на съемочную площадку. Не значит, что проект окончательно утвержден во всех деталях. И уж точно не значит, что завтра мы с вами увидим первый трейлер. Это пока лишь обсуждение. Но само имя Хазал Субаши рядом с новым сериалом уже невольно притягивает внимание. И это объяснимо. У Хазал есть тот самый тип экранного присутствия, который особенно хорошо работает именно в драматических историях. Она умеет быть мягкой, но при этом не пустой. Умеет выглядеть хрупкой, но не слабой. А для сериалов канала ATV это качество особенно ценно, потому что зритель этого канала чаще всего ждет не просто красивую героиню в кадре, а женщину с настоящей судьбой. С испытаниями, с тяжелым выбором, с внутренней болью и сильным характером. Само название «Я записал тебя в своем сердце» звучит очень по-турецки, немного романтично, немного драматично, с обещанием большой эмоциональной истории, в которой будут и слезы, и любовь, и испытания. Конечно, одно красивое название еще ничего не гарантирует. Мы с вами повидали немало проектов, где громкое поэтичное имя так и не спасло слабый сценарий. Но если к такой работе действительно присматривается Хазал Субаши, значит, вокруг нее уже есть определенный интерес и определенные ожидания. Поэтому эту новость пока правильнее воспринимать как осторожное ожидание. Переговоры могут завершиться успешно, а могут и не привести к контракту. Но само появление имени Хазал рядом с новым проектом ATV уже заставляет поклонников внимательно следить за развитием истории. А теперь выпуск меняет температуру. До этого мы говорили о наградах, фестивалях, новых ролях, возможной любви, все это оставалось в рамках привычной светской повестки. Но дальше тема намного серьезнее, и к ней нужно подходить без ухмылки, без разгона грязи и без громких обвинений. В Турции продолжают обсуждать громкое дело, связанное с проверкой ряда знаменитостей на запрещенные вещества. По данным турецких СМИ, от 5 июня 2026 года стали известны результаты экспертизы по нескольким известным именам.
И сразу обозначу четкую границу, чтобы между нами все было предельно честно и корректно. Мы не делаем за кого-то судебных выводов. Мы не назначаем виновных. Мы не превращаем чувствительную тему в шумный базар. Мы говорим только о том, что было опубликовано турецкой прессой, и подаем это исключительно в новостном, документальном ключе. Окончательные выводы за компетентными органами, а не за нами с вами. По сообщениям СМИ, у Серенай Сарыкая запрещенных веществ не обнаружено. И это очень важная деталь, на которой стоит остановиться. Потому что имя Серенай Сарыкая активно обсуждалось в связи с этим делом, и для поклонников актрисы такой результат стал по-настоящему значимым моментом. Одно дело – попасть в громкий список, и совсем другое – получить вот такое уточнение в прессе. По другим именам публикации выглядят сложнее. В сообщениях фигурировал Анур Туна, у которого, по данным турецких источников, были выявлены следы вещества, которые в публикациях обозначали как THC. Также упоминалась Фейза Дживелик. По информации прессы, в ее случае результаты по разным образцам отличались, и в некоторых из них, как писали СМИ, обнаружили метаболиты определенного вещества. И еще раз повторю это спокойно и твердо, это не повод набрасываться с обвинениями. Это не финальная точка в юридическом смысле слова. Это именно та информация, которую турецкая пресса связывает с результатами экспертизы. Не приговор, а публикации. Такие новости всегда оставляют неприятный осадок. Даже когда ты относишься к артисту совершенно спокойно, все равно появляется странное чувство. Вот ты годами видел человека на экране, привык к его образу, переживал за его героев, а потом реальная жизнь грубо врывается в эту красивую картинку и напоминает простую вещь: актеры ведь не персонажи. Они живые люди. Со своими ошибками, своим давлением, страхами, слабостями, своим окружением и неизбежными последствиями публичной жизни. И вот что меня в подобных историях цепляет сильнее всего. Не сами анализы и не детали экспертизы, а то, насколько стремительно публика готова любить человека на экране, и насколько также стремительно готова от него отвернуться, стоит появиться тяжелой новости. Иногда это оправдано, иногда слишком резко и несправедливо. Но факт остается фактом. Звездный статус совершенно не защищает от последствий, а публичность лишь усиливает любой удар в разы. Именно поэтому случай Серенай Сарыкая здесь особенно показателен. По опубликованным данным, у нее результат отрицательный. Для репутации это огромное значение. Потому что, к сожалению, иногда достаточно одного лишь попадания имени в громкий список, чтобы вокруг человека тут же поднялась волна разговоров. А дальше уже мало кто читает подробности. Не все вникают, кто что сказал, где доказанный факт, где чья-то догадка, а где просто информационный шум. Заголовок прочитали, мнение составили. Вот в этом и кроется главная опасность подобных историй. Репутация в шоу-бизнесе может затрещать не только от доказанных фактов, но и от одних только заголовков. А заголовок, как мы с вами прекрасно знаем, всегда летит быстрее любой официальной бумаги и любого взвешенного объяснения. С Ануром Туна и Фейзой Дживелик ситуация в прессе выглядит тяжелее. Но и здесь единственно верная позиция – оставаться в строгих рамках, говорить, по данным экспертизы, опубликованным турецкими СМИ, и не делать поспешных выводов за тех, кто по закону обязан в этом разбираться. Мы не суд и не следствие. Мы лишь спокойно рассказываем вам, что обсуждает турецкая пресса. После такой напряженной темы по-настоящему хочется сделать шаг в сторону совсем другой эмоции. Не потому, что мы забываем серьезную повестку, а потому, что любой выпуск должен дышать, иначе его невозможно смотреть. И следующая история как раз возвращает нас к тем самым чувствам, из-за которых миллионы людей когда-то и полюбили турецкие сериалы. Потому что Халит Эргенч и Мирьем Узерли снова оказались в одном проекте. И для поклонников «Великолепного века» это звучит почти как маленький личный праздник. Для огромного числа зрителей имена Халит Эргенч и Мирьем Узерли навсегда связаны с одной большой телевизионной эпохой.
Сулейман и Хюррем – это ведь не просто две роли в одном сериале. Это образы, которые для миллионов людей стали частью их собственных личных воспоминаний. Кто-то смотрел «Великолепный век» по вечерам после тяжелого рабочего дня, отдыхая душой. Кто-то обсуждал каждую новую серию с подругами по телефону. Кто-то всерьез спорил, кто прав, кто виноват, кто кого предал, а кто просто отчаянно защищал свою любовь и свое место рядом с властью. И вот теперь эти два актера, Халид Эргенч и Мерьем Узерли, снова работают вместе. Новый проект называется «Весна в Имрозе», в оригинале «Имрез Дабрхар». Режиссер фильма Азджан Алпер. По данным турецкой прессы, съемки стартовали еще 7 апреля 2026 года на острове Гёкчада. И вот тут очень важно никого не обмануть и не раздуть ложных ожиданий. Это не продолжение «Великолепного века». Это не возвращение Сулеймана и Хюррем в тех самых дворцовых нарядах. Это совершенно новый драматический фильм, новая история, другие герои, другая эпоха и другое настроение. Но давайте все-таки будем честны сами собой, даже если сюжет абсолютно другой, сам факт, что Халид Эргенч и Мерьем Узерли снова рядом в одном кадре, уже вызывает то самое особое, ни с чем не сравнимое чувство. Есть и актерские пары, которые остаются в памяти зрителя сильнее любого сценария. Их можно развести по разным проектам на долгие годы, дать им новые роли, новые образы, новые истории, но стоит им снова появиться вместе, и у зрителя мгновенно включается прошлое. Те самые сцены, те взгляды, та музыка, тот размах. Это работает помимо нашей воли. Мне кажется, именно в этом и заключается главная сила этой новости. Она ведь действует не только как обычный киноанонс про начало съемок. Она работает как эмоциональный мост назад, в то время, когда турецкие сериалы для очень многих зрителей стали настоящим открытием, почти окном в другой, красивый и страстный мир. И ведь у каждого из этих актеров за плечами свой непростой путь. Мерьем Узерли после «Великолепного века» прошла далеко не самую легкую дорогу. Ее очень долго воспринимали прежде всего как Хюррем, и только как Хюррем. А это, если вдуматься, одновременно и щедрый подарок, и коварная ловушка. Потому что роль стала по-настоящему легендарной, вошла в историю, но вот выйти из такого мощного образа, доказать, что ты – это не только одна, пусть и великая, роль, оказывается невероятно трудно. Халид Эргенч в этом смысле в похожем положении. Для гигантской аудитории он навсегда остался тем самым Сулейманом, хотя за его плечами множество других серьезных работ. Вот почему их новый общий проект вызывает такой живой интерес. И вовсе не потому, что зритель наивно ждет буквального повторения старой магии один в один. Повторить такое попросту невозможно, да и не нужно, это было бы дешевой попыткой нажиться на ностальгии. Интерес совсем в другом. Смогут ли Халид Эргенч и Мерьем Узерли в новой истории, в новых ролях подарить нам другую химию, другую глубину, другое, более зрелое чувство? Само название «Весна в Имрозе» звучит мягко, почти поэтично. В нем нет крика, нет громкой угрозы, нет дешевой сенсации на пустом месте. В нем есть ощущение памяти, тихого острова, времени, которое незаметно что-то меняет в людях. И, возможно, именно такой спокойный, вдумчивый формат сейчас и нужен актерам, которых зритель привык видеть в большом историческом масштабе, не соревноваться со своим же громким прошлым, а спокойно и достойно показать новую зрелость. Для нашей с вами аудитории эта тема – одна из самых сильных во всем выпуске. Потому что здесь сошлось все сразу – и теплая ностальгия, и искреннее уважение, и красота, и живое ожидание. Это ведь не сухое, актеры снялись вместе. Это люди, которых мы когда-то всем сердцем полюбили в одной великой истории, снова встретились на экране. А после таких новостей по-настоящему хочется говорить уже не о премиях, расследованиях или контрактах, а о чем-то совсем человеческом. О том, что за любым публичным образом всегда стоит обычный человек, который тоже боится, сомневается, взрослеет и открывает для себя жизнь вовсе не по красивому сценарию.
И здесь очень к месту звучит откровенное признание Барыша Ардуча об отцовстве. Барыш Ардуч поделился историей, которая на первый взгляд кажется совсем простой, но именно такие простые, искренние признания чаще всего и попадают прямо в сердце. И подается это по-честному, не как громкое сенсационное заявление, а как личная история, которой актер поделился в одном из разговоров. Барыш Ардуч вспомнил, как однажды его старший брат, уже после рождения собственного ребенка, подошел к нему и тихо признался. Ему как-то нехорошо, тревожно, потому что он ничего не чувствует. Ребенок родился, вот он, родной и долгожданный, а ощущение, что ты теперь стал отцом, почему-то не пришло сразу в одну секунду. Вы только вдумайтесь, насколько это честный и смелый момент. Ведь обычно в таких историях принято говорить исключительно красивое. Родился малыш, отец на 7-м небе от счастья, все плачут от радости, жизнь перевернулась в одно мгновение. Но реальность, как мы с вами знаем, бывает куда сложнее и тоньше. Человек может растеряться, может испугаться, может с тревогой спросить самого себя: а почему я не чувствую того, что вроде бы должен? Может, со мной что-то не так? Барыш Ардуч тогда еще сам не был отцом. И эти слова брата его по-настоящему зацепили, засели глубоко внутри. Он начал думать: а вдруг и у меня будет точно так же? Вдруг и я не сразу пойму, что стал папой? Вдруг я просто не справлюсь с этим? И вот это, на мой взгляд, очень мужская, очень настоящая история. Без позы, без напускного героизма, без красивой заготовленной фразы на камеру. Просто живой страх взрослого человека перед огромной, ни с чем не сравнимой ответственностью. И, честно говоря, такой страх звучит гораздо правдивее и ближе, чем уверенные заявления в духе «я все сразу понял и всегда был к этому полностью готов». Позже друзья Барыша, которые уже сами стали отцами, успокоили его и объяснили простую вещь: у очень многих мужчин это чувство приходит не сразу, а постепенно. Когда ребенок впервые осознанно смотрит тебе прямо в глаза. Когда крохотными пальчиками цепко хватает тебя за палец и не отпускает. Когда вдруг улыбается, увидев, что папа вошел в комнату. Когда вот эти маленькие, незаметные моменты день за днем начинают складываться в одно огромное, всепоглощающее чувство. И мне кажется, в этом признании Барыша Ардуча спрятана очень важная мысль для всех нас: любовь ведь не всегда приходит, как гром среди ясного неба. Иногда она приходит тихо. Ни в одну эффектную секунду, ни под трогательную музыку, ни как в финальной сцене красивого сериала. А медленно, шаг за шагом, через ежедневную заботу, через привычку, через ответственность, через прикосновения, взгляды, бессонные ночи и эти первые беззубые улыбки. Для многих наших зрительниц, особенно для мам и бабушек, эта история может прозвучать особенно близко и понятно. Потому что вы как никто знаете, семья – это ведь совсем не только красивые праздничные фотографии. Это ежедневный, порой незаметный труд. Это постоянная тревога за родных. Это терпение. Это любовь, которая далеко не всегда говорит громко, но всегда, в любую минуту остается рядом. Барыш Ардуч не стал лепить из себя идеального героя без страха и упрека. Он не стал изображать всезнающего мужчину, который все понимает заранее. Он честно рассказал о своем сомнении, о своем страхе. И именно поэтому его слова звучат так по-человечески тепло и искренне. Ведь сегодня актеров часто оценивают исключительно по внешности, рейтингам, красивым парам, контрактам и гонорарам. А тут человек открыто говорит о простом страхе не стать хорошим отцом. И это внезапно делает его невероятно близким. Уже не как далекую звезду с экрана, а как обычного мужчину, который тоже проходит свой непростой путь взросления. А дальше у нас с вами будет короткий, но очень приятный повод для улыбки. Потому что один молодой турецкий актер именно 8 июня отмечает день рождения, и за его плечами уже больше заметных ролей, чем многие успевают сыграть к куда более солидному возрасту.
8 июня 2026 года Бураку Дакаку исполнилось 28 лет. Казалось бы, самая обычная поздравительная новость. Но Бурак Дакак как раз из тех актеров, за которыми внимательный зритель мог наблюдать почти с самого начала их пути. Он родился 8 июня 1998 года в Анкаре и довольно рано вошел в профессию, еще совсем юным оказавшись на съемочной площадке. Многие зрители прекрасно помнят его по сериалу «Эзель». Для турецкого телевидения это вообще отдельная, особенная страница, проект с очень сильной драматургией, мощной, почти осязаемой атмосферой и историей, которая держала у экрана. Также Бурак Дакак появлялся в «Гульпере», в «Надежда не умирает», в «Чукуре», в «Великолепном веке», «Кисем», в «Возрождении», «Эртугрул» и в других заметных работах. Согласитесь, для такого возраста список более чем серьезный. У Бурака Дакака вообще очень интересная актерская траектория. Он совсем не из тех, кто проснулся знаменитым за один вечер благодаря единственной громкой романтической роли. Его узнаваемость складывалась постепенно, кирпичик за кирпичиком. Проект за проектом. Образ за образом. Где-то он был важной частью большой истории, где-то органично вписывался в сильный актерский ансамбль, а где-то умудрялся запомниться зрителю даже не самой крупной ролью, просто за счет убедительной игры. И в этом есть своя особая ценность. Потому что далеко не все актеры растут через резкий, ослепительный взлет, после которого, бывает, так же резко и падают. Некоторые набирают вес медленно, но зато по-настоящему основательно, надежно. И вот к своим 28 годам у Бурака Дакака уже есть фильмография, которую при всем желании не назовешь случайной или пустой. Для зрителей старшего поколения такие актеры особенно любопытны и приятны. Ведь вы буквально видите, как человек меняется прямо у вас на глазах. Был совсем юным мальчишкой, потом постепенно взрослеет, роли становятся другими, серьезнее, взгляд меняется, энергетика становится глубже и зрелее. И в какой-то момент с легким удивлением понимаешь, тот актер, которого ты помнишь еще совсем молодым и неопытным, уже сам входит в новый, взрослый этап своей карьеры. Поэтому здесь не нужно искусственно растягивать и превращать день рождения в драму вселенского масштаба. Достаточно просто тепло отметить эту дату, с улыбкой вспомнить его работы и от души пожелать актеру сильных и ярких ролей впереди. Потому что в турецком кино есть одна очень важная особенность – актер может долго и достойно идти рядом с большими звездами, оставаясь немного в их тени, а потом в один прекрасный момент получить ту самую роль, которая разом меняет все. И, кто знает, может быть, у Бурака Дакака такая большая, поворотная роль еще впереди. От души этого ему пожелаем. А вот финальная история нашего сегодняшнего выпуска уже совсем с другим настроением. Здесь не праздник, а прощание. Не радостный день рождения, а уход героини из очень популярного проекта. И для поклонников сериала «Разведка» это стало одним из самых эмоциональных и обсуждаемых моментов последних дней. 7 июня 2026 года на TRT-1 вышел сезонный финал сериала «Разведка», в оригинале «Тескелорд». Это была 184-я серия, и для зрителей она стала не просто финальной точкой сезона, а настоящим моментом прощания с важной героиней. По данным турецкой прессы, Рабия Сайтюрк, сыгравшая Хилаль, покидает проект. А Толга Сарыташ, исполняющий роль Алтая, как сообщалось, в сериале остается. И вот это сочетание, конец сезона и одновременно уход одной из центральных героинь, сделало 184-ю серию по-настоящему тяжелой эмоционально. Для поклонников это и правда болезненная история. Потому что когда актриса уходит из проекта, особенно из такого долгоиграющего и любимого сериала, зритель прощается ведь не только с самой артисткой. Он прощается с образом, к которому успел искренне привыкнуть за множество серий. С голосом, с характером, с целой сюжетной линией, которую ждал и которой переживал из выпуска в выпуск. Сериал «Разведка» давно держится на особом напряжении, на патриотической драме,
на тайных операциях, личных потерях и невероятно сложных, порой тяжелейших выборах. Здесь герои постоянно живут под огромным давлением. Любое их решение может перевернуть не только их собственную судьбу, но и судьбу всей команды, всех, кто рядом. Поэтому уход персонажа в таком проекте почти всегда ощущается зрителем гораздо острее и больнее, чем обычная рядовая смена актерского состава. Героиня по имени Хилаль за это время стала важной частью всей этой сложной экранной конструкции. И когда зритель окончательно осознает, что в новом сезоне ее уже не будет, сразу возникает целый рой тревожных вопросов. А каким же теперь станет сам сериал? Сохранится ли прежняя динамика, прежний нерв? Сумеют ли сценаристы найти достойную замену той эмоциональной линии, которую вела Хилаль? И не потеряет ли история ту тонкую, живую связь со зрителем, которую она уже успела так прочно выстроить? И вот это, пожалуй, и есть главный крючок, главная интрига на будущее. Ведь дело не просто в сухом факте, актриса ушла из проекта. Дело в том, что сам сериал «Разведка» вступает в совершенно новый этап. Потому что уход одного значимого персонажа может сработать по-разному. Он может открыть простор для другой сильной сюжетной линии, дать истории новое дыхание. А может, наоборот, оставить ту самую пустоту, которую чуткий зритель будет ощущать на протяжении всего следующего сезона. Я, признаюсь, всегда отношусь к таким переменам с осторожностью. Потому что на практике они идут по двум совершенно разным дорогам. Иногда подобный уход идет сериалу только на пользу, история обновляется, оставшиеся герои получают новый импульс, появляются свежие лица, и зритель снова с головой втягивается в происходящее. А иногда уход ключевого актера ломает весь тонкий внутренний баланс, и сериал вроде бы продолжается дальше, исправно выходят новые серии, но внутри уже что-то неуловимо не то. Не хватает именно той детали, того человека, который держал на себе весь эмоциональный нерв. С разведкой сейчас как раз такой переломный, решающий момент. У проекта есть все для продолжения. Крепкая база, преданная аудитория, и есть Толга Сарытаж, который продолжает свою линию. Но уход Рабии Сайтюрк все равно станет серьезной проверкой на прочность для всего нового сезона. И ответ на этот вопрос мы с вами узнаем уже совсем скоро. И вот таким получился наш сегодняшний выпуск. Мы с вами начали с большой международной победы Джана Ямана в Италии, прошли через теплый фестиваль турецкого кино Сазаном Акбабой во Франкфурте, заглянули в большой исторический мир нового сериала с Альпом Наврузом и Мертвым Тураком, поговорили о непростой теме актерских гонораров вместе с Мелис Сизен, обсудили деликатные слухи о личной жизни Суббурджу Язгы Джашкун, поразмышляли о возможной новой роли Хазал Субаши, осторожно разобрали «Громкое дело», где прозвучали имена Серенай Сарыкая, Анура Туна и Фейза Джевелик, порадовались долгожданной встрече Халиты Аргенча и Мирьем Узерли, прониклись честным признанием Барыша Ардуча об отцовстве, поздравили Бурака Дакака с днем рождения и завершили прощанием с героиней сериала «Разведка». А теперь главный вопрос к вам. Какая из этих новостей зацепила вас сильнее всего? Лично мне кажется, что самые мощные эмоции сегодня вызывают две истории: возвращение Халиты Аргенча и Мирьем Узерли в одном проекте и уход Рабии Сайтюрк из «Разведки». Одна возвращает нас к большой, теплой ностальгии, а другая оставляет ощущение незавершенности. А как считаете вы, сможет ли сериал сохранить прежнюю силу после такого ухода? Обязательно напишите свое мнение в комментариях, мне правда очень интересно его читать. И если вы досмотрели до этого момента, огромное вам спасибо. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечта», ставьте лайк этому выпуску, так вы по-настоящему помогаете нам расти и чаще встречаться здесь с вами. Берегите себя, смотрите хорошие сериалы и не теряйте веру в красивые истории. До встречи на канале «Любовь и мечта».